Но в первую очередь всем известный чеснок. На самом деле чеснок, он описан в аюрведической литературе, хотя многие люди его не употребляют по той или иной причине, но вообще есть индийский миф целый о происхождении чеснока, он связан с классическими текстами Аштанга Хридаи, Самхиты, и Аштанга Санграха. Он описывает нектар, который был извлечен из океана. И Господь Вишну своей очаровательной формой Махини начал раздавать этот нектар богам. Но демон, был один демон, которого звали Раху, уселся среди богов и получил глоток нектара. Вишну быстро это увидел, понял, отрезал голову этого демона, но нектар во рту демона упал на землю и сразу же появился как лук и чеснок. Это вот та история, которая в индийской мифологии очень известна. То есть и поэтому отсюда вот это слово, что лук и чеснок, они являются своего рода таким нектаром, который связан с бессмертием. Таким образом, чеснок – это нектар, наполненный омолаживающими свойствами. И он также считается загрязненным, потому что он коснулся рта демона. Итак, дважды рожденные брамины по ведической традиции не едят его, потому что он рожден из тела демона. Но поскольку он на самом деле рожден из нектара, это лучшее расаяна или омолаживающее средство. Это то, что написано в ведических текстах. Согласно Вагбате, чеснок следует принимать в течение зимы. Он также может быть использован весной, если капха значительно увеличена, во время аллергии и весенних простудных заболеваний, во время сезона дождей. Если вата ухудшается и даже в течение всего года, если в теплую погоду соблюдается летняя ритучария, сезонный режим, его также можно использовать. На санскрите чеснок называется ласуна, и на хинди лахасуна, синоним расона, то есть это вот то, как он написан в ведической литературе. И его можно употреблять как глистогонный препарат, принимать его большое количество, то есть на самом деле вот весь этот цветок можно съесть, но опять-таки очень важно это, конечно, делать людям, у которых нет язвы, проблем с 12-перстной кишкой, дискинезии желчно-выводящих путей, иначе это будет уже не лекарство, а большие проблемы. Чеснок собирают в конце весны, очищают от кожуры и вымачивают в вине. Это один из рецептов, который описан в ведической литературе. На ночь вымачивают в вине. На следующее утро чеснок размачивается, и из него сделать нужно такую пасту вот в этой жидкости, в этом же вине, и затем фильтруется через ткань. Потом, когда он выжимается, остается жидкость, смешивается вместе с маслом 1 к 1, можно любое растительное масло взять, кунжутное, подсолнечное, напополам, и пациент пьет эту чесночную жидкость в отдельности или в 3 раза больше, разбавляя вином, молоком, такрой. Такра – это йогурт, взбитый напополам с водой, или добавляется в каше или в травяной отвар. То есть все зависит от здоровья, потому что если человек не может пить эту жидкость непосредственно с маслом, то можно с вином или с молоком, с такрой. Я, допустим, предпочитаю с такрой более, то есть хорошо усваивается. Описано вообще процесс, с помощью которого выгоняли глистов по ведической традиции. То есть, что можно сделать в наших условиях, самое простое, опять-таки для тех, кто ест чеснок и пьет вино. Да? То есть вы берете чеснок, кладете его, лучше его очистить от кожуры, кладете его в вино на ночь. Утром вы это разминаете в пасту, выжимаете этот сок, то есть мякоть вы выкидываете, и вы пьете этот сок, который уже смешан с вином, вы его пьете. Но если вы понимаете, что у вас жар или плохо, то, соответственно, конечно, лучше это прекратить, и понемножечку можно его добавлять в различные каши, травяные отвары. Все зависит от вашего здоровья, тоже будет помогать. Я думаю, что такую процедуру можно, то есть вы выпиваете и через пару часов уже кушаете. Вот такие разгрузочные дни плюс чеснок. Действие чеснока, он является анальгетиком, ватагна,
удаляет лишнюю вату из организма, поэтому всегда, когда чеснок сравнивают с асафетидой и говорят, что на самом деле асафетида полезна, но, то есть асафетида она тоже полезна, но она, то есть чеснок, у него там 50 различных характеристик, а асафетида всего лишь несколько. То есть он, конечно же, более полезен для человека, особенно в вопросе уменьшения ваты и в вопросе расаяна. Шотахара, противовоспалительная, разжижает капху и удаляет мокроту. Дипана разжигает агни. Пачана, пищеварительная система увеличивается. Ануломана, ветрогонное средство, успокаивает колики. И крумигна, противопаразитарная. Ну, следующее, что можно использовать при гельминтах, это гвоздика. Это высушенный нераскрытый бутон цветка из вечно зеленого растения, растущего не в России. Гвоздика используется в Индии, в других частях Азии на протяжении многих веков. Гвоздика способствует острым и вяжущим вкусам и помогает успокаивать вату, капху и увеличивать питу, огонь, именно агни в большом количестве тканей. И в аюрведе считается, что гвоздика улучшает кровообращение, пищеварение, обмен веществ и помогает бороться с желудочными расстройствами и с гельминтами во всем организме. Конечно же, здесь можно просто жевать гвоздику. Я, допустим, так, для профилактики ротовой полости в том числе, я иногда съедаю просто 1-2 штучки гвоздики. А также можно делать чай из гвоздики, допустим, чай гвоздика с имбирем, потому что имбирь, в свою очередь, тоже является таким паразитическим свойством, обладает. И вещества, которые содержатся в имбире, они не переносятся различными видами паразитов. Это циниол, гераниол и ванилиновая кислота, она не переносится практически никакими видами паразитов. Поэтому гвоздика с имбирем очень полезна. Теперь крими-хар-йог-чурна. Это препарат более профессиональный. Он выводит из организма аскарид и других видов паразитов, которые живут на слизистых желудочно-кишечного тракта, которые появляются из-за употребления большого количества сладкого, когда происходит нарушение всех 3 дож, употребление большого количества кислой, острой, жирной, неправильно сочетаемой пищи, когда у человека вырастает большое количество ама, когда у человека огромное количество газов, запоров, тошноты, рвоты, абдоминальные колики, ну и, соответственно, появляются глисты. И вот крими хар-йог-чурна, это, пожалуй, один из таких довольно-таки хороших сборов, специально предназначенный для выведения этих паразитов. Взрослым 1 чайная ложка 2-3 раза в день сразу после еды. Детям от 6 лет пол чайной ложки 2-3 раза в день сразу после еды. Запивать теплой водой и курс 2-4 месяца. Нужно понимать, что крими хар-йог-чурна можно использовать как профилактику и также как лечение. Особенно если у вас дома есть домашние животные, то лучше всего делать периодически профилактику, иначе соответственно, патогенная флора будет разрастаться. Мер предосторожности и противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости, нет. Следующий препарат, он связан с кожей и с качеством крови. И если вы знаете, что у вас есть паразитарное заражение крови или кожи, то крими хар-йог-чурна можно сочетать вместе с куста хар-йог-чурна. Куста дословно можно перевести как различные кожные заболевания, вообще все, что связано с кожей. Начиная от просто пятнышек и кончая дерматитом, псориазом. Он чистит кровь и улучшает качество кожи, этот сбор. Обладает слабительной, такой легкой слабительной природой, выводит токсины из организма и регулирует потоотделение. То есть еще и прочищает потовые железы. Клинические показания – это прыщи, угри, глисты, раздражение на коже лица, любые болезни кожи, крапивница, лейкодерма, рубцы. Применение. Взрослым 1 чайная ложка 2-3 раза в день через 30 минут после еды. То есть, если вы принимаете вместе с крими хар-йог-чурна, крими сразу,
Это через полчаса. Также по чайной ложке 2-3 раза в день. Детям до 6 лет 1/4, с 6 до 12 пол чайной ложки. Также 2 раза в день теплая вода. Манджиста чурна. Монопрепарат, потому что только одна травка в нем содержится, это манджиста. Она эффективна при кожных заболеваниях, крови и, конечно же, различных проявлений паразитов, так как очищает печень и селезенку. Ее можно использовать при заболеваниях кожи, при густой крови. Часто при густой крови в принципе в организме размножаются различные паразиты. Обычно 0,5 чайной ложки или чайной ложкой 2-3 раза в день после еды с молоком или теплой водой. И можно наружно наносить, но в основном это связано с ранами, а после нее раны намного легче заживают. Туласи чурна, базилик священный, используется обычно при простудных заболеваниях, дыхательных путей. Вот когда у человека много слизи в пазухах, в бронхах, носоглотке, то понятно, что у человека могут появляться грибковые поражения, различные, именно капха, то, что связано со слизью. Вы помните, у Сушруты было описание глисты, которые связаны именно с накоплением капхи. Это как раз из этой серии. Туласи оказывает противовоспалительное, жаропонижающее, отхаркивающее, противогрибковое, антимикробное, антивирусное, противорвотное, бронхорасширяющее, глистогонное и антибактериальные действия. Используется при гриппе, простудах, заболеваниях дыхательных путей, астме, хронических легочных заболеваниях, рвоте, холестериновые бляшки в кровеносных сосудах, ну и инфекционные болезни глаз в том числе, которые, кстати, могут появляться именно из-за паразитов, которые проникли в глазное яблоко. 1 чайная ложка 2-3 раза в день через 10-15 минут после еды. На самом деле можно делать целую профилактику кремихар-йог чурна сразу, туласи через 10-15 минут и кустахар-йог чурна, как бы 3 препарата пропить 2-4 месяца. Если вы думаете, что у вас какие-то есть паразиты, ну, по крайней мере, это выведет максимально паразитов из организма, это будет как профилактика. И безопасно для детей и кормящих матерей. Тоже нету каких-либо противопоказаний. Ну и последнее, это бельвади чурна при интоксикациях, отравлениях, повышенной кислотности и синдрома раздраженного кишечника. Здесь подразумевается, что бельвади непосредственно воздействует на глисты и патогенную флору, которая может жить в печени и при различных вирусных заболеваниях, таких как гепатитах, соответственно, обладает антипаразитарным действием. При хронической дизентерии, синдроме раздраженного кишечника и когда пища не усваивается. Его можно принимать по 1 чайной ложке, после каждого приема пищи запивать теплой водой. Итак, это комплекс лечения креми различных вариантов. Но, как вы помните, Сушрута говорила о некоторых креми, которые, по крайней мере, с помощью аюрведы, они, видимо, не выводятся и они неизлечимы.